Всем привет! У микрофона Александр. Сегодня вашему вниманию видеообзор на микшерный пульт Mackie Pro FX 4V2. Pro FX V2 – это расширение оригинальной популярной серии пультов Pro FX. Коротко о том, что является бескомпромиссным набором инструментов для живого микширования. Первое – это совершенно новые предусилители Vita, которые обеспечивают беспрецедентное качество звука. Второе – это колоссально мощный процессор эффектов RIDI FX. И третье – это стереофонический графический эквалайзер. Ну а теперь об этом и не только, более подробно. Каналы. Их тут 4. 2 моно и 1 стерео. Входы моноканалов выполнены на XLR разъемах и дублируются джеками. Стереоканал – 2 джека. Первый канал имеет переключатель Line Hi-Z, что делает возможным подключать сюда гитару или бас. Далее видим управление чувствительностью со значением от минус 20 до плюс 30 дБ на моноканалах и минус 20 плюс 20 на стереоканале. И, наконец, моноканалы имеют функцию среза низких частот на 100 Гц. Далее эквалайзер. На всех каналах он двухполосный, но этого вполне хватает. И более того, благодаря наличию графического эквалайзера на мастер-шине вы все равно добьетесь нужного результата. Давайте послушаем, как изменяются частоты. Внимательно слушаем высокие частоты. Вот это их максимум. Высокие частоты уберем полностью. И низкие частоты во всей своей красе на максимуме. И низкие частоты уберем полностью. Ниже видим управление громкостью внешних источников, внутреннего процессора эффектов и, собственно, самого канала. А вот теперь все внимание обращаем на интересную функцию, которую предлагают нам разработчики этого пульта. Итак, это включение режима стереопанорамы на первых 2 каналах. Нажимаем кнопку и слышим, как сигнал первого канала уходит налево, а второй канал направо. Возможно, это где-то кому-то может и понадобиться. Знакомимся с коммутацией. Выход на мониторы, на внешний прибор, общий выход, Tape-in, Tape-out и выход на наушники. Добавлю, что наушники, мониторы и вход Tape-in имеют независимые регуляторы громкости, что бесспорно является очень удобным моментом. Переходим к графическому эквалайзеру. Он 5-полосный, с оптимально выбранными частотами для управления звуком. Также имеется возможность направить его как на главный вход, так и на мониторы. И еще одна немаловажная деталь. Это байпас. В любой момент одним нажатием кнопки вы можете направить сигнал в обход этого блока. Наконец мы добрались до процессора эффектов. Напомню, это RIDI FX. Имеет он 16 пресетов. Не поленюсь и дам вам услышать каждый из них. Bright Room, Warm Lounge, Small Stage, Warm Theater, Warm Hall, концертный холл, Plate Reverb, Cathedral, Chorus, Chorus плюс Reverb, Даблер, эхо, дилей быстрый, дилей средний, дилей медленный и панорамный дилей. Как и в случае с эквалайзером, в любой момент блок эффектов может быть выключен благодаря кнопке Mute. Это очень удобно. Последнее, о чем надо сказать, это наличие фантомного питания, 12-сегментный индикатор уровня и фейдер общей громкости. Пульт действительно заслуживает внимания. Набор инструментов для живого микширования предоставляет еще больше выбора для звукоинженеров и музыкантов при работе и действительно способен сделать живое исполнение более благородным. Всем творческих успехов, увидимся. Дилей быстрый, дилей средний, дилей медленный
и панорамный дилей.